Итак, друзья, межэтажное перекрытие, вид снизу. Крайняя рейка прижимает к стене пароизоляционную пленку. Общее количество реек я добавил, сейчас шаг 30 сантимов. Между каждой парой реек натянута вспомогательная струна для фиксации утеплителя. На стыках полотнищ пароизоляции шаг подбираем таким образом, чтобы рейка поджимала стык. Насколько эффективен скотч, покажет время. Все торцы реек запенены в промежуточке. Между балок сверху заложен уже утеплитель. Он у меня бэушный, так что не обращайте внимания. Сейчас отправляемся наверх. Итак, друзья, пирог межэтажного перекрытия, вид сверху, полы. Какие в этом объеме мы сделали подготовительные работы. Так же, как и снизу на потолке, подготовили основания, заполнили неровности вкладки с помощью гипсовой штукатурки, загрунтовали под последующую приклейку нашей пленки к стене. Стена здесь по периметру с ПГС блоков, можно проконтролировать степлером. Держать будет нормально. Между балок, как вы видите, раскатан рулонный утеплитель. Раскатан он таким образом, чтобы между пленкой и утеплителем остался промежуток 3-4 сантима для вентиляции. Пленку мы здесь используем изоспан тип А, ветровлагозащитная, паропроницаемая мембрана. Она должна быть натянута хорошо и без складок. Какие мы делали мероприятия по хорошей натяжке материала. Ширина здесь 7,5 метров, то есть по углам помещения с учетом нахлеста на стену откладывал определенный размер здесь и там. Дальше отстреливал с помощью цветного шнурка и уже по идеальной линии натягивал край нашего полотнища по этой линии. Значит, и натягивал и пришлепывал степлером к балкам. Далее где-то посередине помещения, ну условно это вот наша стенка межкомнатная, натягивал полотнище сюда и где-то в 5 местах пришлепывал степлером. В общем-то по принципу поклейки стеновых обоев. Далее образовывающееся левое и правое крыло на каждой балке чуть-чуть как бы по диагонали подтягивал, то есть создавалось натянутый промежуток и фиксировал скобами. И так на каждой следующей балке вот так вот как бы по диагонали чуть-чуть подтягивал. И левое и правое крыло одинаково. Таким образом получилось, вы видите, хорошо натянутая поверхность. Далее, для того, чтобы выводящиеся пары остаточные из утеплителя и из конструкции вентилировались, а не оседали на доске, нам нужен здесь вентиляционный зазор, который обеспечит контррейки. Контррейки монтируются по такому же принципу, как и на кровле. То есть они не доходят до края полотнища где-то на 15 сантимов, на ширину стыка. Дальше стык я проклеил обычным скотчем. Натяжение здесь материала нормальное, пока держится. Верхняя сторона гладкая у нас. Ну, даже если отклеится, я думаю, ничего страшного. Далее следующей контррейкой точно так же прижимается. Оставляем 15 сантимов на стык следующего полотнища. Вот. Как бы все. Дальше монтаж чернового пола. Но об этом я сниму отдельное видео. Всего доброго. Итак, друзья, с вами по-прежнему мой канал «Братья Р-Стройка». При возведении межэтажного перекрытия я столкнулся с конкретной проблемой. Производители укрывочных материалов настоятельно рекомендуют межэтажный пирог укрывать с двух сторон, и с нижней, и с верхней, пароизоляционной пленкой тип Б. Но если снизу понятно, то есть шершавой стороной внутрь помещения, на ней конденсируются капельки влажности, потом вентилируются и испаряются,
то с наружной части, то есть со стороны чердачного помещения, они рекомендуют перевернуть ее шершавой стороной к утеплителю. Но, как всем известно, пароизоляционные пленки не пропускают пар и влажность ни в одну сторону, ни в другую. Соответственно, та остаточная влажность, которая у нас находится в утеплителе, например, сейчас март, я монтирую перекрытие, утеплитель хранился на гараже, сколько в нем влажности, остаточная влажность деревянных конструкций в стенах, ну везде она там есть. Если ее с двух сторон закрыть пароизоляцией, то, соответственно, она там останется, и дальше все вытекающие последствия. То есть с этой точки зрения я с производителями не согласен, и для себя выбрал другое как бы решение. Это вот производитель остался тоже для меня. Это изоспан, то есть по цене они приемлемые, тип А. Это ветровлагозащитная паропроницаемая мембрана. Ее основное назначение — выводить пар из перекрытия, а также отсекать частицы утеплителя, чтобы они не попадали в воздух. Но вот это для меня, например. То есть я планирую дальше это помещение сделать теплым чердаком. А также она не дает возможности даже открытой воде проникать в утеплитель, если она разлилась. То есть выглядит он у нас вот так, материал. Ширина рулона 1,60 м. С внутренней стороны, вот не знаю, видите ли вы на цвет, она гладенькая, снаружи у нее перфорация. Перфорация вот этой крапушками разматывается к утеплителю, гладкой наружу. То есть вот как ролик раскатывается, так его и раскатывать по верху как бы балок. Чтобы все вот эти свойства, которыми обладает эта мембрана, работали качественно, то есть необходимо соблюсти несколько правил. То есть она разматывается, во-первых, должно быть хорошее натяжение, во-вторых, она не должна касаться утеплителя, то есть должен быть промежуток 3-4 сантима. То есть если она будет вплотную к утеплителю, то будет как бы эффект, ну вот как на брезентовых палатках, пока ее не тиранешь, она не пропускает. Точно так же и здесь, если будет вплотную прилегать, то, например, лужа воды, какая-то протечка или еще что-то, или просто пролили, то она пройдет в утеплитель. А также, чтобы хорошо вентилировался утеплитель, то есть тот пар, который выпускает наша пленка из межэтажного перекрытия сюда в помещение. То есть для этого необходимо соблюсти вентиляционный зазор, то есть над гладкой стороной где-то 3 сантима, если есть возможность больше, делайте, то есть с помощью контррейки нашиваем ее, и полы уже монтируем, чтобы у нас влажность не оседала. Во-первых, не будет плесневеть доска, то есть если вплотную доску смонтировать на эту мембрану, соответственно, оседать будет пар на доске, но нам же это не надо. И, соответственно, через контррейку у нас появляется вентиляция вот этого пространства, которое под досками, то есть и пар у нас рассасывается, испаряется по помещению. Для себя я как бы начал сначала, первый лист постелил, первое полотно, пароизоляционную мембрану, пароизоляционную пленку, но на следующий день я ее оторвал и решил вот пользоваться вот этим материалом. Так что надеюсь, что все будет хорошо. Всех благ, друзья.